В этом видео я сравню влияние оружейных модулей на тайм-то-килл против тяжелой боевой брони. Я буду рассматривать случаи только когда игрок имеет 100 единиц здоровья, то есть без эффекта антиколы, адреналина или чего-то подобного. На Е11 с длинным стволом против боевой брони разницы между FMG и AP нет. Против тяжелой брони разница возникнет только если вы попали в ноги 3 или 4 раза. Если вы попали в ноги другое количество раз, то разницы не будет. Поскольку вы не целитесь в ноги, то FMG будет лучше, чем AP при использовании длинного ствола. Также интересно сравнить FMG и AP против SCP-173. AP патроны за один выстрел будут наносить на 12% больше урона. После 31 выстрела разница в нанесенном уроне между AP и FMG будет 76 единиц здоровья. После 35-го выстрела FMG нанесет столько же урона, сколько AP. За 41 выстрел FMG нанесет на 130 урона больше, чем один AP магазин. За 61 выстрел FMG нанесет на 544 урона больше. Если рассчитать урон в секунду с учетом перезарядок, то результат будет примерно одинаковым на всех магазинах. Также против Hume-Shield и других SCP FMG будет лучше, чем AP. GHP против боевой брони эффективен так же, как и AP. Разница будет только если вы попали 2 раза в голову и 1 раз в тело или ноги, или все выстрелы попали в ноги. Поэтому, если появляется мини-волна противоположной команды, и в игре есть еще много SCP, и среди них нету SCP-173, то можно попробовать выбрать длинный ствол с GHP. На коротком стволе AP патроны убивают быстрее, чем FMG на один выстрел. Время между выстрелами 0.957 секунд. Против тяжелой брони time to kill FMG может быть на 50% больше, поэтому для короткого ствола AP лучше. Также сравнивать длинные и короткие стволы. Против боевой брони длинный ствол может быть лучше только если есть попадание в ноги, но если вы не целитесь в ноги, то количество выстрелов до убийства будет одинаковым, что делает короткий ствол лучше за счет более высокой скорострельности и точности. Против тяжелой брони длинный ствол будет часто убивать на один выстрел быстрее. Если вы бога имы и можете попасть в голову 3 раза, то короткий ствол лучше. Но если вы сделаете 2 попадания в голову и 1 в тело, то уже длинный ствол будет лучше. С учетом разной скорострельности, короткий ствол может иметь time to kill на от 14 до 38% больше. На револьвере, если вы используете длинный ствол, то используйте цилиндр на 6 патронов, поскольку дополнительная бронепробиваемость ничего не меняет. Если вы используете другие стволы, то можете попробовать цилиндр на 5 патронов. На Лоджестер короткий ствол будет часто увеличивать количество выстрелов до убийства на один против цели с броней и даже без брони. Время между выстрелами 0.09 секунд. Например, против боевой брони. При попаданиях в тело ТТК короткого ствола может быть на 33% больше. На АК с AP удлиненный ствол будет уменьшать количество выстрелов до убийства на 1 или 2. Против тяжелой брони ТТК обычного ствола может быть в 2 раза больше, чем удлиненного. Время между выстрелами 0.12 секунд. Дульный ускоритель не лучше удлиненного ствола даже при попаданиях в тело против боевой брони. Удлиненный ствол с GHP против боевой брони неплох, но хуже, чем удлиненный ствол с AP. На дробовике удлиненный ствол будет лучше, потому что против тяжелой брони может быть достаточно 2 выстрела. Обычному стволу нужно 3 выстрела. Чок не становится лучше против брони на дальней дистанции. На FRMG смена FML на AP уменьшает количество выстрелов до убийства на 1, и смена короткого ствола на обычный также уменьшает количество выстрелов до убийства на 1. Это делает сборки с AP и коротким стволом очень близкими по урону к сборке с FML и длинным стволом. Если, например, сравнивать ДТК AP патроны с длинным и коротким стволом против тяжелой брони, то можно получить такой результат. На кроссвеке с AP на ближней дистанции против боевой брони, если есть попадание только в тело или только в голову, то разницы нет, но если есть попадание и в голову, и в тело, то длинный ствол может убить быстрее. Время между выстрелами 0.08 секунд. Против тяжелой брони разница уже может быть 2 выстрела. GHP против брони использовать не стоит, но если в бою против тяжелой брони вы не можете перезарядить основное оружие или убежать, то с GHP кроссвеком наибольший урон будет при попаданиях в ноги. Также кроссвек имеет уменьшение урона с увеличением дистанции. Это понижение начинается с такого расстояния. На Ком-18 с AP удлиненным стволом вы имеете больше всего урона. Поскольку разницы в точности на бегу с другими сборками на практике нет, то использовать что-то другое против боевой тяжелой брони не нужно.